Всем привет! Я наконец-то решилась записать разговорное видео. Для меня это что-то совершенно новое, что-то, чего я, наверное, даже боялась, потому что для меня это, не знаю, сложно, если честно, потому что так как на русском языке я разговариваю почти никогда, только когда во влогах либо пишу я на русском, да, а если это разговаривать, это обычно либо английский, либо украинский, либо же это суржик. Суржик — это смешание русского и украинского языка. Но все-таки я решилась. И видео будет о том, наконец-то я решилась это записать, потому что я получила и сообщения в Телеграме, не в Телеграме, в Инстаграме, личные сообщения, и в комментариях тоже в Инстаграме меня спрашивали, и на Ютубе меня спрашивали, как же я все-таки познакомилась с Сэмом. Ну, я начну немножко издалека. Я закончила уже университет, и моя специальность — это специалист с перевода английского и китайского языков. И вот когда я была, это был конец второго курса, начало третьего, я решила, что, китайский у меня останется на уровне примерно, не знаю, писания, не говорения, то есть разговорного китайского у меня почти не было. И я поняла, что если я не поеду в Китай, не попрактикуюсь, то у меня ничего не выйдет. Останется у меня также китайский. Я решила, что все, у меня есть возможность получить стипендию Конфуция, сдать экзамен и поехать. Что я и сделала? Я просто сдала 3 HSK и получила стипендию Института Конфуция, отправила заявку в разные университеты, и меня взяли в Аньхойский университет. В общем, в сентябре, в августе 2016 года, я одна, никого не зная, я поехала в Китай на обучение на 1 год. В эту стипендию у нас включалось и проживание в общежитии, обучение на курсах китайского языка, медицинская страховка и всякие там интерактивы, там, экскурсии и так далее. А еще у нас была стипендия 2500 юаней. Приехав туда, я никого не знала, но потом меня сначала поселили к одной девочке, потом второй, потом... В общем, все это закончилось, что меня поселилась одна девочка, которая тоже училась в своем университете, но она уже закончила. Я тогда закончила только третий курс, а она закончила 4-й курс. Но она такая девочка активная, такая у нее позиция... такая сильная во всем, она так, ей то интересно, что такая интересная девочка. И ей всегда очень интересно обсуждать, можно так сказать, разные темы, которые более глобальные. И так, в принципе, она попала... Сначала она заинтересовалась одним, можно так сказать, клубом по интересам, там, где был Сэм. Там более запутанная история, но я в нее вникать не буду. В общем, она туда попала, и они там обсуждали разные глобальные вопросы, бла-бла-бла. Они формировались на группки, потом выбирали каждый себе вопрос. И тогда они, когда приходили, каждый представлял свой топик, и тогда они обсуждали. Вот так вот это было. В общем, был там Сэм, и так совпало, что какую-то тему они должны были вместе приготовить. И для этого им надо было где-то встретиться. Но так это было в сентябрь, то есть мы с ней были вдвоем, жили везде, в основном ходили, так как мы вообще китайские, что, где, это, как, это, что такое, вообще никто, ничего не понятно. И она решила меня взять с собой. Вот так вот я и познакомилась с Сэмом. Мы пришли в кафешку, и там они должны были готовиться. Но, естественно, никто там уже ничему не готовился. Мы просто вообще там разговаривали. Также у нас прошло потом вторая встреча, мы тоже где-то посидели в какой-то кафешке. Потом мы пришли к нему в комнату, там посидели, посмотрели фильм. И вот как-то так оно закрутилось. В общем, обменялись свечами, там попереписывались, и так оно все и переросло. Так что примерно это все было вот так. Потом мы уже начали более плотно общаться в октябре, где-то в середине октября. И я в то время ничего почти не знала о Азии. Я попала в Китай только потому, что я хотела просто китайский свой улучшить, а не то, чтобы узнать там культуру. Это, честно, мне это меньше всего интересовало. Просто мне хотелось разговаривать по-китайски.
я совершенно, я не знала о том, что Корея, что-то о Корее я вообще даже никогда не интересовалась. Я не знала, что такое кей-поп. Я не знала, что такое дорамы. Я от этого всего была далека. Только там, в Китае, я там уже познакомилась с девочками-кореянками и с девочками из Украины, которые интересовались этим всем. Мне рассказали, показали. А в силу того, что Сэм особо не жил никогда в Корее, то он тоже был от этого всего далек, так как сначала Сэм, он закончил среднюю школу в Праге, старшую школу в Новой Зеландии, потом он был на языковых курсах, я знаю точно, в Англии, в Лондоне, и потом бакалавра, сначала он еще был год или 1,5 года на языковых курсах в Китае, потом там же он остался, нам бакалавра. То есть, а когда мы с ним встретились, он же был на 4-м курсе бакалавра, а специальность у него, как это же по Applied Psychology, как это будет по-русски, да. Не знаю, как это будет по-украински, это прикладная психология. А вот как прикладная психология такое есть, вот что-то примерно в этом роде. И вот, как он мне решил предоставить возможность поехать в Корею. Мы изначально думали на зимних каникулах, чтобы я поехала к нему на материковую часть, в Дачжун, в Сеул, но так как украинцам нужна виза, то это все не получилось. И получить в Китае было невозможно, так как можно было оформлять визу в другую страну, только прожив в Китае 6 месяцев. В общем, я порылась, точнее, Сэм порылся в интернете, и он нашел, что украинцам виза на именно Чеджу, на остров Чеджу, не нужна. Только надо прямой перелет. То есть нельзя вот так Киев, Пекин, там, Пекин или Киев, Сеул, Сеул, Чеджу. Надо, чтобы вот так, прямой перелет. А мне такое могла. То есть, что мы сделали? Сэм вернулся в Корею на зимние каникулы. И потом, это было в феврале 2016 года, я отдельно поехала из Шанхая на Чеджу, а он поехал из Таджуна. И там мы встретились. И вот там впервые я увидела Корею. До этого у меня были смутные представления, что и как. Потому что у меня было представление о Китае, и у меня уже сформировалось какое-то свое впечатление об Азии в целом. Основывалось на том, что я увидела в Китае. А то, что я увидела в Китае, было такое весьма специфическое, интересное. Но об этом может, когда-то сниму видео, или можете послушать у других девочек, которые снимают видео об этом. Ну, Корея очень отличается от Китая для меня. Очень отличаются и люди, и все, что вокруг, и сервис, и транспорт. Нет, транспорт в Китае хороший. И климат, и экология, все это отличается. Особенно люди, менталитет. В общем, там, когда я попала на Чеджу, все. Боже, как классно, еще море, точнее океан, вкусная еда. Тогда это был как раз корейский Новый год, красочно, красиво. Мне очень понравилось. Я помню, когда я приехала обратно в Китай, прилетела, я такая, боже, у меня депрессия. Я пошла, у нас там была забегаловка корейская. Точнее, китайцы там работали, там они готовят корейскую еду. И я вот так со слезами. Это папа. Все, я не хочу здесь быть, я улетаю. Куда улетаю, непонятно. Мне сам говорят, ну все, через год, следующей зимой приедешь. Я такая, да, хорошо, буду отсчитывать дни. Но это все, думаю, через год, никто знает, что поменяется. Все, потом сам обратно прилетел на учебу в Китае. Так мы потом пробыли вместе до конца июля. И мне надо было возвращаться обратно в Украину, заканчивать 4-й курс. В общем, у нас были на протяжении 2017 года до 2018 лета у нас были отношения на расстоянии. Мы не знали, как к чему это приведет, ни к чему, то есть такое было что-то такое непонятно. Но зимой я решила, что хватит, надо определиться что-то как-то примерно. И я собрала чемодан, купила сувениры, купила билет в Сеул и в январе улетела. Оформила визу без проблем можно оформить, если есть все надлежащие документы и справка из банка. Ну, там надо было где-то $2000, чтобы было лежало. И все, получаешь визу и летишь. Да, виза C32. В общем, я прилетела
в Корее, он меня встретил в Инчоне, то есть там все, в общем, няшности эти. Потом мы жили отдельно, на съемной квартире, и потом мы на завтраки, на ужины мы приезжали к его родителям. То есть меня встретили вообще так мило, папа был тогда дома, все были дома. Вообще так очень радушно, мне так понравилось. А что же я везла? Везла я конфеты, огромную вот такую вот булаву, или булаву, не знаю, где правильно ударение, разные такие шкатулочки, такие расписные, яйца пасхальные расписные, деревянные, что же еще, зеркальца, то есть все такое традиционное и красивое. Очень понравились подарки. Я ехала, у меня чемодан был полон моих подарков и немножко моей одежды. Уехала был чемодан полностью заполнен подарками, которые мне дали. И вот после этой встречи мы решили, что что там выходит, раз он меня познакомил с своими родителями, с бабушкой, то что-то где-то продвигается. Но была проблема в том, что Сэм уже тогда был на первом курсе магистратуры, а магистратура в Китае на его специальности длится 3 года. И как бы, думаю, если он год отучился, наверное, еще ж надо 2 отучиться. Я готовилась к сдаче 5-го HSK, и я хотела поехать на магистратуру в Китай. Но где-то примерно это я уехала из Кореи в феврале, и в марте мне сын пишет: знаешь, я, наверное, бросаю учебу, приезжаю в Украину, забираю тебя и уезжаем в Корею. В моих планах изначально, с самого начала, до того, как я приехала в Китай, после бакалавра я собиралась уезжать учиться в Канаду. Потом у меня был план поехать в Китай. Но потом все быстро вот так, хоп, и все. Лечу я в Корею. Вот так вот это и получилось. Уже, естественно, уже знаете, летом он приезжает, знакомится с моими родителями, мы расписываемся, и мы уезжаем в Корею. Вот примерно это так кратко, без никаких деталей, вот как мы познакомились. Надеюсь, первое мое разговорное видео получилось более-менее, потому что, если честно, я иногда очень много слов перевожу, формулирую предложения, мне это все звучит, как я говорю по-русски, это все как-то искусственно и с многими ошибками. Так что я извиняюсь, если там были у меня какие-то грамматические, либо еще какие-то ошибки. Native speaker. Я native speaker, носитель языка суржика, потому что с детства у меня вот такой вот микс украинского и русского языка. Так что если хотя бы в видео я разговариваю на английском языке, я не стесняюсь, так как я знаю, что, это же, как английский можно сделать ошибку, такое, кому всем все равно. А вот думаю, в русском языке, когда человек почти что носитель языка делает ошибки, это как-то не очень. Но я надеюсь, у меня что-то вышло. Так что приятно, если кто-то досмотрел до конца. И если кто-то как-то хочет, я не знаю, какое-то есть пожелание, комментарий к этому видео, о том, что я рассказала, либо о том, как я снимала, либо о том, что вы хотели поменять в моем рассказе, вообще в формате моих рассказов, то пишите. Я буду очень-очень-очень-очень рада это все прочитать. My girlfriend is pretty. I'm taking a video. Oh, really? Yeah. He's protecting us from like harm's way. Shit, that road is like fucked up here. I really want to go to that gate with this thing and take a ride. But because it's like there's no pathway, you know. Just follow this path. Nah, there's no way. Yeah, there's no. No way. I just want to go like forward. Hello. 부장이지? 아 재미없냐. 잠깐만 근데 너 다이아 없네? 아
너가 두 개 먹는 왜 두 개 먹어? 아 병신아니야 자. 아니 두개 먹어도 돼. 왜? 내가 실수 뽑는데. 신기하잖아. 신기하잖아. 남 여자친구야? 이쁘네. 이쁘고? 네. 어디 갔다 왔는데? You'll watch how you do. Put your body forward this like Like this. yeah.